Всем привет! С вами Андрей. Сегодня суббота. Где-то уже солнышко виднеется. Буквально через пару минут рассвет начнется. Сегодня поехал пораньше на барахолочку, потому что суббота и много разных мероприятий запланировано. Сегодня заказали мы сауну, и чтобы вовремя успеть, я решил поехать пораньше. Так что погода с утра хорошая, плюс 4, небо ясно, и я еду в хорошем настроении, в надежде что-нибудь интересное найти. Вообще барахолка в Германии — это такой вид отдельного искусства. Здесь люди, кто-то продает свои старые вещи, кто-то делает бизнес на этом, потому что много разных фирм или люди, которые занимаются, работают сами на себя. Они вот вывозят старые вещи, и чтобы сэкономить, а не платить на свалке деньги за старые вещи, там старая мебель или еще что-то, они привозят сюда и продают. Другие, наоборот, покупают старые вещи и потом в интернете перепродают. Короче, тут целая такая схема организованная. Каждый ищет свой товар. Так что бывают интересные предметы попадаются, целые сокровища, находки. Не всегда, но они бывают. Так что давайте пройдемся и посмотрим. Так, здесь мы проходим. Здесь ничего интересного не вижу. Сколько с утра людей много. Ну, вроде такая симпатичная. То ли это горшок под цветы, наверное. Объектив. Я на днях заинтересовался темой фотоаппараты, посмотрел в интернете. Ребята, они там неплохие деньги стоят, вот эти фотоаппараты. Вот, если еще и марка хорошая. Это немецкий. И фонариком подсвечивают, видите? С утра люди ходят. Но я вот не могу вам сказать, как понять, рабочий, не рабочий, потому что это пленочные фотоаппараты, и надо смотреть. Это камера, или я не могу вам пока сказать, что это такое. Написано «Бой». Потому что помимо фотоаппаратов раньше еще были вот такие приборы, которые брали с собой профессиональные фотографы. Тут, допустим, наверное, они смотрели, чтобы свет был хороший, да, композицию где-то, или насколько диафрагму открыть. Ну, я немножко работал со старыми фотоаппаратами, знаю. То есть вот этот прибор, он нужен еще как дополнительный, скажем так, фотоаппарату, чтобы делать лучше композицию, светлее, четче. Тоже интересно, в таком небольшом чехле, красивый, все закрывается, классно. Надо посмотреть, что это такое. Так, я вот нашел камера Бой, и вот я смотрю, что это фирма Белора Бой 1. Это черно-белая камера 1949 года. Короче, для каких-то или портретных съемок. Ну, в принципе, буду теперь знать. Так что взял я на пробу свой первый фотоаппарат на барахолочке. Ну, я немножко так почитал на неделе, какие марки пользуются спросом, какие в интернете лучше продаются. Надо немножко расширять кругозор, так что
Если буду подходящие фотоаппараты, подходящие марки находить за неплохую цену, то буду брать. Почему бы и нет? Так что идем дальше. Я вот не уверен, но мне кажется, что это какая-то такая самодельная хлебница. Сюда ложили хлеб, возможно. А вот здесь я не могу вам сказать, для чего это. Внизу такая полочка выдвижная. Ну, красиво смотрится, потому что сами вырезали все. Все разбросано, надо смотреть. Целые коробки кукол. Это большая коллекция. Кто-то, видно, собирал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Обалдеть. Это очень большая коллекция. Очень много кукол. И они все разные. И, возможно, некоторые какие-нибудь есть очень редкие. И помимо кукол, тут еще и вот эти пазлы собирать. Тоже все в коробках лежат. Посмотрите, сколько всего. Обалдеть. Лошадка такая, игрушка старенькая. Так, ну что, идем дальше. Смотрю, что тут есть интересного. Пока прохожу мимо. Здесь вещи лежат. Ничего интересного. Там вот красивая мебель стоит, старая. Уже, наверное, кто-нибудь купил ее. Прикольные фигуры старые. Полицейский, по-моему, или нет. Ну да, вроде он. С пистолетом. Где они, интересно, стояли? Мне эта фигура понравилась. Я думаю, что ее можно взять, потому что здесь на вот этой табличке можно написать, допустим, там имя ресторана или добро пожаловать и поставить где-нибудь возле киоска ресторана. То есть прикольная фигурка, и она будет везде смотреться, она в хорошем состоянии, и цена вроде не такая дорогая. Сейчас я поторгуюсь и, возможно, ее заберу. Моя большая на сегодняшний день покупка — это, конечно, статуя официанта. Середина 50-х годов, сделана из смолы. Цена в интернете средняя 300-400 евро. Я взял, скажем так, несколько раз, во много раз дешевле, чем она стоит на самом деле. Так что покупка хорошая, трещин нет, в идеальном, хорошем винтажном состоянии. Идем дальше. Здесь тоже выставляют сейчас товар. Даже в упаковке, да, по-моему, поднос лежит старенький такой, из 70-х, 80-х. У кого-то пролежал дома, даже не вытаскивали. Он совсем новый, подносик-то. Was kostet? Kostet 2 Euro. 2 евро. Nagelneu. Нагельную за... Noch nie Не benutzt. benutzt. Genau. За 2 евро новый. 2 Euro. А я возьму... Ich nehme das, ja. Ja, kein Problem. Целый ящик костей. Это кости животных, нижней челюсти,
Ну что-то как-то жутко, да, смотрится. И это можно купить, самое главное, при желании. Если было бы побольше места, я бы купил такую интересную железную дорогу бы, и можно было иногда пускать поезда. Вот у кого-то хобби было. Собрал же. Но она не тяжелая, но занимает много места. Тут целая деревня. Тут надо опять смотреть, если что-то найти цены, надо рыться в ящиках, потому что, видите, тут все как вывезли, так оно все и лежит. Сперва я так пройдусь, посмотрю. Старые книги лежат. Его много лежит, но так, как говорится. Как говорится, не радует пока глаз ничего, чтобы можно было купить. Тут много мебели. Очень много красивой старой мебели. Вот кто занимается, можно было прикупить хорошие стулья. Вот вижу, стоят на заднем фоне. Так, ну а здесь тоже всего интересного много лежит. Надо смотреть. Процесс распаковки до сих пор происходит. Люди распаковывают обувь. Я иду дальше в поисках интересных, необычных вот таких. Посмотрите, обалдеть. Я когда в замке был, такая висела возле кровати. Туда ложили угли и ложили на кровать, чтобы она нагревала вот это пространство, так как, ну вообще это, я точно такую же видел в замке. И евро 20 будет стоить. Так, а это у нас зеркало. Но оно, рама красивая. Я думаю, евро 20 за него попросят. 40 евро за нее. Но она, конечно, стоит того, но опять же ее надо суметь продать, потому что это, скажем так, не очень вещь, кто бы ее использовал в своем декоре. Это для музея, может быть. Так, я даже не знаю, куда ее можно еще поставить. Немножко посуды красивой. Но ничего такого необычного нет, все интересно. Вот хороший набор. Я думаю, это суповой набор или это нет? Извиняйте, это, по-моему, для цветов горшки стоят. Точно. Ну, блин, так классно сделано, что кажется, что это для кухни. Тоже немножко так мебель красивой. Можно постоять, полюбоваться. Картины старые. Где-то середина 20 века. Полотно, конечно, уже повидавшие виды. Вот тоже интересно, между прочим, это у нас специальные такие подставки. Сюда на плечики вешать костюм. Это, возможно, для брюк.
рубашка. Короче, вот, и внизу еще можно свои ботинки поставить. Вот тут раньше они были в моде. Середина 20 века. Правда, болтается, клеить надо. Но так, на реставрацию можно было бы взять. Но вот такие тарелочки можно купить из латуни. Они такие тоненькие, прикольные. На стену вешать. И одна побольше. Was kostet die beide? Просто спрошу ради интереса. Was kostet? За 40 евро. Ну, пускай лежат. Ну, вот такие маленькие зольницы продают. Тоже можно купить. Это все у нас латунь. Вот еще одна старенькая стоит. Ну, это тоже специфический, скажем так, декор. Он старый, красивый. Возможно, начало 20 века, конец 19-го. Was kostet? Десятка. Ну, у меня просто они уже есть. Я уже так смотрю. Если уж какие-то старые, интересно, то беру. А так они не очень быстро раскупаются. Но супница зачетная. Ну, это старая немецкая мелочевка. Фенинги. Так, а это у нас соусницы. Так, вот они вроде неплохо смотрятся, надо посмотреть. Одна побольше, другая поменьше, но они такие все уже темненькие, потемнели. С ним поторговался, я говорю, я беру у тебя вот эти две соусницы и даю тебе такую цену. Но он подумал и согласился, так что я их купил, и это хорошо. Но это как прямо из сказки, да? Старые вот эти прялки стоят. Was kostet? 30. Хорошая зонтница за 30-ку. Ну, много хороших таких предметов, но 30 евро я не буду брать. Дорого. Но это уже, наверное, коллекция из коллекции. Сколько здесь всего? Это, наверное, более 1000 монет всяких разных. Даже рыться неохота, потому что если здесь зависнуть, можно на полчаса минимум, чтобы что-то найти интересного. Но вот у кого-то так аккуратненько лежало. Обалдеть, вот эта коллекция. Но опять же, из этой коллекции, если так разобраться, там половину можно сразу отсеять. Ну, они такие не редких мало здесь, я думаю, что. Вот, динары.
Просто иду, смотрю, и вы можете просто делать обзорную такую экскурсию вместе со мной. Dayı şuna ne kadar? Ну вот и все, моя прогулка подходит к концу. Но опять же, я смог более-менее, наверное, посмотреть половину барахолки. Вторую половину барахолки я так просто пробежал, потому что у меня время кончается. Сейчас еду домой, завтракаем. И сегодня у нас день отдыха. Едем в сауну, заказали себе время, там часа на 5. Попаримся, русская банька, шашлычок. Ну, тоже надо отдыхать, сами понимаете. Но сегодня у меня покупки были неплохие, хоть и немного, но крупная покупка. Это фигура официанта, фотоаппарат, новый поднос, соусницы все-таки я купил. Так что, в принципе, неплохой такой улов. Смотрим видео, подписываемся. Не забывайте, если вы вдруг что-то хотите купить, у меня есть под видео ссылка на Инстаграм, а там есть и ссылка на разные мои сайты, где я продаю все эти вещи после реставрации, после чистки или так. Если у вас есть желание, заходите и покупайте. Так что подписываемся на видео. С вами был Андрей. Всем пока.